Иоганн Себастьян Бах, выдающийся немецкий композитор эпохи барокко, собиратель традиций, мастер полифонии. Отворил он 3 века назад, поэтому давно устарел и интересен только эстетам. А что, если я скажу, что Бах очень даже жив и актуален? Американский музыкант Фрэнк Заппа как-то сказал: «Вся хорошая музыка уже написана парнями в париках». Что ж, давайте разберемся, что он имел в виду, и рассмотрим несколько композиций современных зарубежных музыкантов, которые были вдохновлены творчеством Иоганна Себастьяна Баха. Открывает программу британская группа Procol Harum и их хит «A Whiter Shade of Pale». Первые такты очень похожи на тему из оркестровой сюиты номер 3, широко известной как «Air on the G-string» или «Воздух на струне соль». Заметить сходство можно без особых усилий. Однако поклонники группы долгое время сомневались и спорили, действительно ли Procol Harum заимствовали мотив у Баха. Вот что говорит сам лидер группы Гэри Брукер. I do remember having this musical idea, which I worked out on the piano, Air on G-string, which was a Bach composition, and it came out. But I think when I got after about the first 2 bars, I think I got it wrong, kind of thing, or didn't remember where it went, but I just carried on in my own way. Еще одна легендарная рок-группа, не раз обращавшаяся к творчеству Баха, это The Beatles. На создание песни Blackbird Пола Маккартни вдохновила композиция Баха «Буре ми минор». We had a little piece which was like a party piece to show people that, you know, we weren't as stupid as we looked, and it was by Bach, and it went like that. So what we liked was the melody, and then there's the bass line going at the same time. That was kind of harder to do than anything we did. So that was how we did it. We got it wrong. It should go da 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 da. It goes on and on. But we just truncated it and did it like short like that. And that bit I kind of always liked. So then I ended up adapting that years later, remembering this little thing we used to do into sort of... So it had a melody on the top and a little bass line. So that's where Blackbird came from. Пол говорит о том, что ему нравилось, как у Баха сочетались верхний и нижний голоса, идущие параллельно. Такой прием музыки называется контрапункт. Контрапункт — это одновременное звучание 2 или более самостоятельных мелодических голосов, которые, однако, гармонично сочетаются между собой. Эта техника была перенята из хоровых полифоний эпохи Возрождения и широко использовалась Бахом. В буре ми минор мы наблюдаем верхний, и нижний голос. Оба существуют как самостоятельные мелодии, однако если сыграть их вместе, появляется новая интересная гармония.
Что-то похожее мы видим и в Blackbird, хотя и в упрощенном варианте. Здесь есть верхний, и нижний голос. Однако, в то время как буре состоит только из двух голосов, в аккомпанементе Blackbird добавляется еще и третий голос. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. При всем этом известно, что Битлы не имели специального музыкального образования. Но как тогда вышло, что они не раз обращались к творчеству классиков? I was always frightened of classical music, and I never wanted to listen to it because it was Beethoven and Tchaikovsky and sort of big words like that and Schoenberg. I mean, something like a taxi driver the other day had some sheet music of a Mozart thing, and I said, "What's that?" You know, and he said, "Oh, I said, oh, that's the high class stuff. You won't like that." Well, what is it? You know, he said, "Oh no, you won't like it. You know, it's high class. That it's very high class, highbrow," and. That kind of way, I always used to think of it. I used to think, well, you know, that's very clever, all that stuff. And it isn't, you know, it's just exactly what's going on in pop at the moment. Pop music is the classical music of now. А замечали ли вы Баха в композиции All You Need Is Love? К слову, вот как звучит его 8-я инвенция фа мажор. В конце песни Битлов есть вставка, которая практически копирует кусок из инвенции. Меняется лишь тональность и пропадает один такт. Еще одна рок-группа, попавшая под влияние Баха, это Led Zeppelin с песней Stairway to Heaven. Рассмотренная ранее буре ми минор является частью сюиты для лютни, что и придает мелодии средневековый антураж. По признанию гитариста Джимми Пейджа, Stairway to Heaven — это попытка имитировать Баха. Quite a fragile, exposed acoustic guitar playing in sort of style of a poor man's bourrée by Bach, that sort of aspect. Оба произведения строятся на двух голосах — основной мелодией и мелодией баса. Сочинение Баха здесь послужило скорее отправной точкой, потому как, за исключением сходств стиля, это совершенно разные мелодии. Любимый миллионами британский певец Стинг использовал одну из прелюдий Баха в качестве шаблона к песне «Whenever I Say Your Name». Whenever I see your name, whenever I call to mind your face, whatever breath's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. I've written the song based on a Bach prelude. I've always loved Bach. I play it every day. But sometimes I hear something and I think, that could make a really interesting pop song. And so I adapted it and then developed it into a song. Упомянутое произведение — это прелюдия до мажор из второго тома знаменитого сборника Баха «Хорошо темперированный клавир». Сперва достаточно непросто разглядеть какие-либо следы заимствования помимо ритмического рисунка.
Но взглянув на оба сочинения, можно заметить, что арпеджио в верхнем голосе практически идентичны, они перекликаются между собой и сохраняют нисходящий характер мелодии. В конце песни четко прослеживается заимствование опорного звука из 7 и 8 тактов прелюдии. В песне «Moon over Bourbon Street» Стинг использует преобразованный мотив из уже другой прелюдии Баха, а точнее прелюдии и фуги фа минор из второй книги ХТК. Over Bourbon Street. Композиции находятся в одной тональности, имеют схожий ритмический рисунок и восходящий характер линии баса. Влияние Баха испытал даже современный рэп. Eminem использовал фортепианную версию токкаты и фуги ре минор в своем треке «Brainless». Cause I feel like a little bitch. This predicament's despicable. I'm sick of just getting pushed. It's ridiculous. А где же спрятался Бах в этом хите 2000-х? Леди Гага цитирует начало фуги си минор из первой книги ХТК с троекратным ускорением. Бах для европейской музыки – это то же, что Шекспир для западной литературы. Наследие Баха – это мастер-класс по построению мелодий, гармоний и смыслов. Поэтому его работы будут вдохновлять композиторов еще долгие века.